Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под названием Realme GT Neo 2. Чем он особенный? Тем, что у него 600 Гц тач, вход так же как и звук, так и видео вы сейчас видите в качестве этого смартфона. И я бы сказал, что камера у него не фонтан, вряд ли 6 Pro. По качеству лично для меня что-то поменялось, да и сенсоры там не поменялись в принципе. Стабильность топ, топовый процессор и самое главное, напоминаю, что на канале розыгрыш 5 Mi Band 6 серии, ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. А у Realme аппаратов в принципе плохих не бывает, в первую очередь потому что у них хорошая оболочка, это все BBK. Это OnePlus, это Vivo, это Oppo и это Realme. И помимо этого еще есть IQ-OOZ и много интересных других смартов. Наш рынок мне интересен, я рассказывать вам буду про китайскую версию, но несмотря на это, NFC здесь рабочий, оплачивать смартфоном покупки можно, и в принципе никаких ограничений нет, русский язык на борту, нет, единственное 20-го бенда, так что я думаю, что как только выйдет глобалка, вряд ли будет она чем-то отличаться. Подписывайтесь с колоколом, смотрим. 1005 на YouTube, всем привет, меня зовут Саня, еще раз, канал Польза.нет, розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Не забудьте подписаться с колоколом, подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и подписаться на телеграм-канал со скидками, либо хотя бы его посмотреть, чтобы прикинуть, что сколько стоит. А сегодня я расскажу вам о смартфоне Realme GT Neo 2, который недавно был у меня на прожарке на основном канале. Там я, кстати, праздновал 1000-й ролик на канале и 250 тысяч подписчиков. Огромное вам спасибо тем, кто меня смотрит. Полетели! Начнем. Коробка изготовлена из плотного темного картона, как и все от Realme из топового, потому что лоукост у них в желтых коробках. Оформление в стиле линейки GT, повреждений на коробке я не обнаружил, что радует. В комплект входит смартфон, кабель USB Type-C для зарядки, адаптер питания на 65 Вт, скрепка для извлечения слота, защитная пленка ужасного качества, как всегда, чехол не самого топорного качества, гарантийный талон и руководство пользователя. При распаковке заметил незначительный амбре клея, но голову от этого запаха не затуманило, так что все хорошо. Летим дальше. Поставляется данный аппарат в трех интересных цветах. Неоновый, который больше салатовый, но выглядит нереально круто, поэтому жалко надевать на него чехол, а также синий и стандартный черный. У меня на руках неоновая китайская версия смартфона, глобальной на данный момент нет, и в реальности она смотрится очень ярко и необычно. Единственное, говорят, что глобалка вышла в Индии, но когда у нас она появится, да и в принципе, чем она отличается, об этом я расскажу далее. Версия хоть и китайская, но в интерфейсе русский язык, разумеется, есть, что для нас с вами огромные плюсы. NFC сразу спойлер работает. Габариты смарта составляют 162 на 75 на 8,6 мм, вес 200 граммов. Тыльная часть закрыта матовым стеклом с глянцевой вставкой, рамки пластиковые, а экран защищен стеклом Gorilla Glass 5 версии. В руке без чехла держать удобно. Не сказал бы, что смартфон супер скользкий, при этом царапины на нем со скоростью света не появляются и отпечатки тоже не особо заметны. На корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C, 2 микрофона, 2 стереодинамика, да, здесь есть стерео, Dolby Atmos на борту, прорезиненный слот на 2 сим-карты и последний это блок камер, который очень гармонично смотрится и не сильно выпирает. Кнопки особо не люфтят. Снабжен Realme дисплеем на 6,62 дюйма, AMOLED с разрешением 1080 на 2400 точек, Full HD+. Плотность пикселей 397 ppi и пиковая яркость 1300 нит. Как многие пишут, это все обман, но мне интересно, а каким образом они-то это проверяли? У меня вроде бы люксометр есть, ну ладно. На солнце видно все в пределах нормы, понятно, что это пиковая яркость в автомате на солнце. Блики обзору слегка мешают. Вот лично мне экран супер топовым не кажется. Частота обновления экрана 120 Гц, тач на 600 Гц, и как он работает, мне безумно зашло. DC-димминг есть, его можно активировать в настройках. Шим с выключенным DC-диммингом на 100% яркости 7,7 на 50-10, а на минимальной 23%. Автояркость работает без сбоев и нареканий, четко и быстро. Под разными углами тон картинки бросается в холодный оттенок, Always on Display также в наличии, мультитач берет все 10 пальцев, также в левом верхнем углу дисплея расположена фронтальная камера небольших размеров. Разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца, внедренного в экран, и распознавания лица. И то, и другое работает быстро, молниеносно и отлично. Подбородок внизу экрана есть, но небольших размеров, а рамки вокруг экрана практически незаметны. Летим дальше. Процессор стоит Qualcomm Snapdragon 870 с техпроцессом 7 нанометров и 8 ядрами. Максимальная тактовая частота которого 3,2 ГГц. Графический процессор Adreno 650, интерфейс Realme UI 2.0 на основе Android 11. Оперативная память
Память не супер, LPDDR4X. И доступна на выбор либо 8, либо 12 гигабайт. Внутренняя память очень быстрая, UFS 3.1. Практически самая быстрая. И на выбор 128 или 256 гигабайт, а расширить SD-карты ее, кстати, возможности нет. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6, поддерживается 5G сети, 4G сети, 7 бенд есть, а вот 20 не завезли. Звучание при звонках неплохое, ловит он все, и 20 бенд, еще раз повторяю, нужен там, где со связью беда, не в городах. Вибро настраиваемая не топорная, тактильная отдача достаточная, мне нравится. Хотя топовым вибро не назвать. Bluetooth версии 5.2 последний. NFC поддерживается и Google Pay встает. GPS в данном аппарате двухчастотный, на холодную показывает точность 3 метра в любых городских условиях. К сожалению, не один, потому что мы привыкли к тому, что Realme с точностью до 1 метра все показывает. Но не в этом аппарате. Емкость аккумулятора 5000 мАч, PC-марки выдал космические 8 часов 55 минут, и осталось еще 20%. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости, и это неплохо. Заряжается он с 0 до сотки от Dark Charge за 34 минуты полностью. За час игры в танках на максималках у меня улетело 28% при 120 Гц и 100% яркости. Genshin Impact запускается за 60 секунд, беспроводной зарядки нет. В Genshin Impact у меня он поедал почему-то даже меньше, по 14% за 30 минут. Тротлинг тест проходит с космическими результатами, при том, что тротлинг я запускал сразу же после стресс-теста, и телефон нагрелся до 47 градусов. Более стабильные штуковины лично я не встречал вообще ни на одном из тестов, а это 870-й Snap, не особо он стабильный, то есть реально они что-то похимичили с теплоотведением, и для игр это прям цвет, блеск, красота, а не смартфон. В Geekbench в сингл-коре выдал он 1015, в мультикоре 3076. Не супер результаты, но и неплохие. В 3D-марке показал Wildlife Extreme 1234, Wildlife Extreme Stress Test 1232, Wildlife Stress Test 4209, Slingshot Extreme и Slingshot, как всегда, на максималках. Результаты не супер космос, но плохими назвать очень сложно. Данные в Antutu это по минималкам 644 тысячи попугаев, на третьем прогоне, на первом 720 тысяч попугаев, так же как и в Realme Explorer Edition. Storage тест показал 55 тысяч, результаты 15-минутного стресс-теста вы видите на экране. При проведении теста смартфон нагрелся до 47 градусов. Тест искусственного интеллекта показал 440 тысяч, это вам не GT, конечно, с миллионом, но тоже неплохо. В играх яркость не понижает, не лагает, играть супер комфортно и приятно. Плюс практически не греется аппарат, особенно после того, как ты потестил где-то несколько раз аппараты на Snap 3 восьмерках, этот кажется вообще просто блеском. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 камер, основная на 64 мегапикселя, ширик на 8 мегапикселей и макро на 4 мегапикселя с фокусным расстоянием в 22 мм. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К. У основной камеры фронталка здесь на 16 мегапикселей и максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. Печальненько все, как всегда у Realme, даже в таких аппаратах. Короткие примеры вы сейчас увидите. 8-я советская, съемка с 2 рук, основная камера 4К 60 fps, Realme GT Neo 2. Сейчас я остановлюсь и сделаю X2 и после этого X5. На ширик не перейти с основной камеры, но это не критично. Снимает все так же. Многозначительно скажу, если вас это устраивает, если вы просматриваете все это дело на экране монитора, то, наверное, не устраивает. Но если на экране телефона или планшета, вполне возможно, вам кажется, что картинка даже очень ничего. Если вам так кажется, знайте, что вам кажется. По-настоящему съемка не ужасна, но идеально ее точно не назовешь. Снимаю с 2 рук. В принципе, основная камера справляется, не говоря, конечно, о фронталке. Фронталка была не фонтан, к сожалению. День, проверка автофокуса. И основная камера Realme GT Neo 2 вроде бы пытается справляться, но я не скажу, что идеально. Все могло бы быть и быстрее, учитывая, какой у него стоит процессор. Да, могло быть быстрее, ну ладно. Очень красиво идет дождь, не уверен, что видно. Если камера это имеет возможность запечатлеть, то это круто. Если нет, ну печаль. Печаль, учитывая, что еще из 2 рук снимаю. Очень крупные капли, притом они благополучно имеют подсветку от солнца, довольно комфортную, и глаз их видит.
Насколько хорошо их видит камера, судить вам. Иногда приятно поснимать исторический центр Петербурга. Я понимаю, что целесообразность тестирования камеры у Realme, скажем так, под вопросом, но все равно можете оценить, если вы решите каким-то образом снимать на него, а не только использовать для игр. Примерно так он будет справляться. К слову, в этой локации я использовал цифровой зум. Максимальный цифровой зум здесь X20 при съемке фото. При съемке видео X10. Вот сейчас вы видите X10. Не со штатива, с двух рук. Но, учитывая освещение, надо смотреть на большом экране, но по мне не все плохо. Не все. 4К 60 FPS, и это Realme GT Neo 2. Как он снимает, вы сейчас видите. Снимаю с двух рук. Оптическая стабилизация в идеале здесь отсутствует. Здесь есть цифровая стабилизация только на ширик, на ультраширик ее нет. На ширик не переключиться с режима видео. X5 максимум для увеличения видео, теперь X10. Ночь, Realme GT Neo 2. И да, буду немного ходить по газонам. Цветочек. Проверяем автофокус. Не идеально он здесь работает. Я бы даже сказал, что для, опять же, такой стоимости не особо хорошо. Как-то я надеялся, что будет все намного веселее. Может быть, еще будет обнова, хотя, опять же, телефон обновлял. Днем проверим, может быть, просто он натренируется, но пока ничего не говорит о том, что с фокусом здесь хорошо. X2, X5, съемка с двух рук, плавненько, переход на X2, переход на X1. 4К 60 FPS, съемка на ширик ночью и, разумеется, с обычной камеры на ширик не перейти, и обратно тоже, к сожалению, нужно включать отдельный режим. Но ширик, вы сами видите, сейчас бы это развидеть, но никак, правда? Ну и, разумеется, наш любимый двухэкранный режим. Это когда фронтальная и одна основная пополам. Многим очень удобно, особенно тем, кто снимает влоги и рассказывает о своих путешествиях. Кажется, что мелочи жизни, но приятно. Понятно, что есть программы для этого. Плюс можно с основной камеры одновременно делать X, который по большому счету кроп, но вроде бы X. На ширик, правда, не перейти. Санкт-Петербург, 8-я Советская и 1080p 30 FPS максимум для смартфона Realme GT Neo 2 в условиях съемки с фронтальной камеры. Вот сейчас я снимал с одной руки стаб не особо хорошо отрабатывает. Если с двух, ну кое-как. Съемка идет не против солнца. Сейчас специально встану против солнца, и вы поймете, что да, ну вот допустим, что-то он пытается снять, но не фонтанно. Камеры, к сожалению, все еще это не про Realme, про супер качественную съемку лучше забыть. По поводу того, насколько она вас будет устраивать, ну смотрите сами. По мне, даже днем, а сейчас солнечно, и условия, я бы сказал, максимально благоприятные, к сожалению, камера справляется так себе, не показывая результаты лучшие, чем показывала Realme в году так в 19-м. Вот так. Хотя телефон хорош. Знаю, что максимум у фронталки 1080p. Та же самая локация, с которой я сейчас снимал с основной камеры. И да, я так напряжен, потому что я пытаюсь увидеть что-то, чего здесь нет. А чего здесь нет, хорошей съемки здесь, к сожалению, нет никак. Она не прослеживается. Будем надеяться, что каким-то образом это все будет нивелировано другими качественными данного смартфона. Вот такая вот печальная фронталка у Realme GT Neo 2. И почему печальная? Потому что, в принципе, она и не может быть не совсем плохая. Сейчас я буду с двух рук снимать. Но с одной стороны, с другой стороны, ничего с Realme 6 Pro по большому счету по мне не изменилось. Ну окей, нет роллинг шаттера, таковой вроде не было. По поводу детализации, ну вы сами видите, что пусть даже ночь,
но освещение довольно неплохое. Не на свою стоимость однозначно снимают. Минусы: нет разъема под мини-джек, нет ЭК-порта, но самое главное — это камеры. Хоть и есть понимание, что аппарат игровой, но за эту сумму, которую стоит данный смартфон, хотелось бы что-то получше. Но Realme все равно, она пихает везде практически одно и то же. По-моему, с Realme 6 Pro, как я уже раза 3 вспомнил, они пихают те же самые модули. Цена по ссылке в описании к видео будет в районе $400, плюс-минус. Недавно аппарат стоил в рублях 26 тысяч, так что смотрим телеграм-канал с промокодами. Я там выкидываю очень много интересных предложений. До 11.11, пока лояльный курс, возможно, вы даже купите что-то дешевле, чем будет во время этой супер распродажи. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я обязательно туда скину промики. И не забываем, что сейл, в принципе, скоро, но промики уже выгружены и они работают. Резюмировать я бы хотел довольно нестандартно. На фронтальную камеру с использованием родных микрофонов Realme GT Neo вы видите, каким образом он снимает. Я еще раз акцентирую на этом внимание, потому что другой съемки у Realme не будет. Он прилично стоит 27 тысяч рублей без учета налога. Может быть, 11.11 он будет 25, но в итоге будет выходить в 27. Телефон и правда максимально стабилен, тач на 600 Гц, да и в принципе все говорит о том, что он просто игровой Android. Большой, удобный, цветастый. Поэтому решать именно вам, всегда вам, насколько он хорош, насколько он вам подходит. Универсальных аппаратов, к сожалению, не бывает. Даже когда они стоят какой-то супер космос, у них все равно есть какие-то минусы. У Huawei по 50 Pro нет Google сервисов, обзор на него тоже был. iPhone 13 Pro стоит нереальных денег, тоже кое-как, но чуть-чуть подлагивает. И греется он также до 50. Была прожарка на стриме, можете также посмотреть. Нет идеальных вещей. Есть вещи, которые вам нравятся, как и люди, и которые не нравятся. Если вам этот смарт понравился, по возможности потрогайте его в магазине. Вроде бы глобалка уже вышла в Индии. Я делал обзор на, еще раз повторяю, китайскую версию. NFC здесь работает. 20-го бенда нет, но никак в городе не влияет это на связь. Спасибо, что смотрите. Напоминаю, что 5 Mi Band 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно, 30 числа на стримах на канале для стримов. И всем добра, девайсу однозначно да, лично от меня.